Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за новыми выпусками. Пламен Пасков на связи прямо сейчас. Болгарский политолог, политик, эксперт. Пламен, приветствую вас. Приветствую вас и вашу большую, растущую, очень любознательную и уже в предвкушении, наверное, аудиторию. Ждать осталось, что называется, недолго, 2,5, но не полных 3 дня. Ну так Аляска как бы заиграла новыми красками. Да? И вот эти краски Аляски мы попробуем с вами сегодня... Там видно, нет? Попробуем, собственно, эти краски с вами обсудить сегодня. Пламен, Зеленский вместе с Европой, ну так сообщает утренняя пресса, да, в общем, выкатывает, кроме Венгрии, да, выкатывает Трампу определенные условия, которое, кажется, вот если аналитически посмотреть, мы с вами там пытаемся все-таки анализировать информацию, а не просто там, скажем так, бросаться из одного пропагандистского угла в другой. А вот если проанализировать, то по сути это окно Эвертона. Мол, значит, мы ничего не отдадим, давайте как есть. А вот что после того, как есть, имеется в виду по линии боевого соприкосновения, вот тут уже начинаются вопросы. Де юре, де факто, а как? Короче, судя по этому заявлению, Венгрия только не подписала, совместному с европейскими странами, да Украина и не против заканчивать войну, брать и заканчивать. А другие условия за скобками, то есть нам выдадут, украинцам, за большущую перемогу то, что не надо будет отдавать всю Донецкую область. Ну а что с другими условиями, что с первопричинами? И, в общем, это еще более нагнетает и разогревает атмосферу перед Аляской. Что скажете, насколько Европа сейчас, оставшаяся за бортом вот этих договоренностей, потому что даже сам факт, ни Ближний Восток, ни Рим вместе с Ватиканом, ни еще какая-то территория, а именно Аляска, то есть Путин едет в США, а Трамп говорит, я поеду в Россию. В общем, сам факт этой встречи нас готовит к очень неожиданным и поворотным решениям. Какие мысли по этому поводу? Море мыслей. Более того, я позволю себе сделать небольшой анонс. Сегодня в 14:00 на своем канале я сделал живую передачу подробную, где мы опять вспомним, какие были именно все пункты 17 и 25 апреля 2025 года. План Стивена Уиткофа, в переводе план Трампа, какие из этих условий и требований и предложений будут действительны сейчас и в пятницу. Сейчас это у меня не перед глазами, мы это сделаем отдельно, но в духе, в свете того, что вы сказали, на самом деле на Аляске едут только двое. Никакой Европы, никакая Урсула, никакой Кир Стармер, никакие другие фигуранты, и тем более никакой Зеленский. Правда, есть мнение, что Зеленский будет, наверное, там, тоже на Аляске, не на этой встрече, на подхвате. И на самом деле это очень даже логично, потому что люди ожидают от этой встречи на Аляске, я не знаю, какая-то химия, чтобы возникла, какая-то взаимная симпатия, чтобы какие-то обнимашки, какие-то поцеловашки, какие-то, наверное, вместе поднятые кулаки или руки взаимных победителей, какие-то улыбки 24-каратные по возможности. И вообще, что у них будет, какая-то, Горбачев-версия 21 века, чуть ли не там, с Рейганом и с Татчером и так далее. Давайте вспомним. И давайте поймем, на самом деле, что это за протокол. Когда встречаются первые лица? Первые лица встречаются для того, чтобы, как нотариусы, финализировать подписью, печатью и выступлением своим окончательный вариант каких-то договоренностей, неважно каких, капитуляция, сотрудничество, войны, там, неважно какие. Это финальный аккорд после того, как пчелки ведомств обеих сторон поработали, можно сказать, в самом таком стахановском режиме, в конкретном случае еще более турбинированным, для того, чтобы они ставили свою подпись и печать там, и не более чем. То есть, если кто-то ждет, что сейчас там Путин приезжает для какой-то там раунд переговоров, раунд разговоров, раунд обнюхивания друг друга сзади и спереди, и так далее, и попытаться как-то угомонить, уговорить, ухимичить, убаюкивать и так далее, тот, другой, перехитрить, завербовать, это глупости. Это чистые глупости. Давайте вспомним несколько
случаев, когда вообще-то, ну, Путин, например, встречался с Байденом 16 июня на берегу славного Женевского озера. Я постоянно даю этот пример, потому что итогом этой встречи было подписание договоренности, о которой нам не рассказали, потом мы ее увидели, и 3,5 года уже ее видим. Ну, Байден там вышел и сказал, я ему поставил срок 6 месяцев, посмотрим, если он все обязательства выполнит, значит, дальше продолжим. На вопрос журналистов. Путин не сказал, я тоже дал срок Байдену 6 месяцев, и как он это выполнит, мы посмотрим, как это продолжим. И даже не отрицал, что Байден ему давал 6 месяцев срока. Как это дальше продолжилось, мы это помним. Потом Трамп 2025 год, 28 уже февраля, вызвал на ковер в овальном кабинете Зеленского. Он его вызвал не для того, чтобы он ему стал рассказывать, объяснять и попытаться завербовать. Он его вызвал для того, чтобы финализировать договоренность о редкоземах, частоземах и всех остальных недр Украины, на что было предварительной договоренности. Оказалось, Зеленский врубил в заднюю в последний момент и попытался разыгрывать какие-то этюды в овальном кабинете перед всей прессой. Трамп, естественно, мягко говоря, разозлился, практически чуть ли не пинком его оттуда выгнал. И в следующий раз, когда кого-то там пускал, это было уже Юлия Свириденко вместе с Ермаком для того, чтобы это действительно подписать. Зеленский уже, а что же с Зеленским, уже все понятно с ним. А в следующий раз, когда мы видели, как Трамп встречался с первыми главами, встречался он с Беньямином Нетаньяху. Да, встречался. Они что-то обсуждали, они ратифицировали, формализовали. И понятно, что 12-дневная война. То есть, самое что ни есть, достаточно такая серьезная большая конкретика, уж извините. Встречался он вот сейчас совсем недавно, что отражено, изобильно там на ресурсах и Трампа, True Social, и на ресурс Белый дом, и на ютубный канал Белого дома с Пашиняном и с Алиевым. Но там какая-то декларация каких-то будущих хороших намерений, но все они все подписали. То есть первые лица к нему приезжали для того, чтобы к нему как рефери к нотариусу, он это всем показал, что они все подписали, так что он встречается не для разговоров и переговоров. Об этом есть рабочие группы и пчелки, которые все дела должны были сделать. Сейчас кто-то ожидает почему-то от этой встречи в Анкоридже что-то различное. Да не бывает что-то различное, ребят. Они приезжают туда для того, чтобы что-то подписать. Подписать это будет на базе 17-25 апреля 2025 года. Некоторые из этих пунктов уже отпали, потому что события уже, грубо говоря, так распорядились на сегодняшний день. Оставшиеся сейчас не будут обсуждать, а будут уже подписывать. Они уже рабочей группой во всем договорились, потому что говорил Ушаков, американцы выдали нам, словами и, скажем так, присутствием Виткофа, вполне приемлемое предложение. Раз вполне приемлемо, значит, оно уже принято, и нужно это ратифицировать в качестве именно такого большого нотариуса, президента первого лица в Анкоридже или недалеко от Анкориджа, в самой защищенной американской военной базе, для того, чтобы обеспечить максимальную безопасность двум президентам, которые должны это сделать. И третий президент должен быть недалеко там на подхвате, как уйдет первый президент, то бишь Путин, чтобы второй президент, хозяин места, то бишь Трамп, вызвал Зеленского и сказал, вот подпись Путина, вот моя подпись, вот здесь место для твоей подписи. Не хочешь, я тебя не спрашиваю, хочешь, не хочешь, подписывай. Не нравится, я тебя еще раз не спрашиваю, тебе сколько там нравится, подписывай. Без подписи отсюда, живым, здоровым и целостной не уйдешь. Естественно, я, конечно, сильно огрубляю, для того, чтобы было более интересно нашим зрителям. Так, ерничаю. По сути, убирая всю эту лирику и немножко такой драматизм, именно так оно и будет. Чисто функционально именно так оно и будет. Зеленского туда не вызывали. Зеленского туда не приглашали. А можно сразу вопрос? А какая цена подписи Зеленского сейчас в этом положении? У меня есть подозрение, предположение, не скажу прогноз, что потребуется подпись не только Зеленского, но и Стефанчука. Потому что действительно подпись Зеленского будет иметь характер, скажем так, с ограниченным сроком действия, срок годности, грубо говоря, до проведения финала и результатов выборов в этом же году. Мы постоянно об этом повторяем, и как раз все к этому идет, только сроки из-за некоторых обстоятельств личностных, скажем так, не то что предпочтения, других там характеристик характера, что называется, специальная тавтология, да, сроки меняются. И Трамп ставил сроки, которые не выполнились, и Путин ставил сроки, которые не выполнились, и Зеленский, и Урсула фон дер Лейен, и все
Белоруссия, так что не надо ко мне иметь более серьезные претензии, чем именно к этим фигурантам, у которых полномочия и информация должно быть драматически больше, чем у меня или у вас, или у ваших других гостей, которые тоже занимались какими-то, ну не то что прогнозированием, а, скажем так, делились своими размышлениями по поводу некоторых календарных сроков. Это именно размышления, это предположение, не более чем. Ну, что в этом году произойдет прекращение огня, прекращение военного положения, назначение проведения результат выборов, и после этого опять ратификация именно же этого. Ну, это к бабке не ходи, я в этом вообще не... Вернее, что значит, ну, Йеллоустонская кальдера треснет, и весь мир распадется. Ну, конечно, тогда мы эти предположения и уверенности можно спокойно спустить в канализацию истории. Или инопланетяне прилетят в конце осени. Вы об этом шутите, но на самом деле достаточно такие, в том числе институциональные сообщения, которые никто тоже не опровергает, вообще-то тоже звучат, причем на должностных лицах, и там и они передают в некоторые папочки там, и, ну, не будем эту тему, это другая немножко такая, вроде бы экзотическая тема, но слушайте, Александр, давайте по чесноку. Если мы переживаем в уверенности, что мы единственная цивилизация и вообще-то человечество не на планете, а во Вселенной, либо даже в Солнечной системе, это все равно, что рыба возомнила, что она единственная в океане. То, что ты не видишь других рыб, либо другие рыбы в других дистанциях, это не означает, что их нет. Их там миллиарды. Поэтому думаю, что всегда будет как на этом нашем маленьком веку, а наш век действительно очень маленький, и что, ну, тоже давайте по-серьезному. Кто-то об этом говорил, что надо рассматривать «Люди в черном» как документальное кино, не только как художественное. Ну, это мы немножко отклонились. На самом деле есть, смотрите, здесь есть очень важный аспект. Вы сами начали, вы сами сказали. Нет, мне просто даже попадалась аналитика. То есть мы по долгу службы читаем много и разного, и прям аналитические материалы о том, что... Ну, в общем, рассматривается сценарий высадки внеземной цивилизации, да, и у России миссия, если что пойдет не так, влупить орешником по месту высадки. Потому что это пока вот из таких орудий самая мощная и, ну, в общем-то, несбиваемая история, которая вот... Я вот даже это вычитывал, прям на полном серьезе. Главное, чтобы они не высаживались на зеленой лужайке перед Белым домом, а то неправильно поймут, понимаете, или же спасение земли. Неправильно поймут. Да, вернемся все-таки к договоренностям. Смотрите, это и к чему, да, вот эта вся уфология. Она к тому, что есть мнение, что как раз-таки на Аляске российско-американский саммит на высшем уровне, он только 15% будет включать вопрос Украины. Вообще Украина – это как просто повод сесть и собраться. Так, а что будут решать? Что в глубине? Что, скажем так, под вершиной айсберга? Я не знаю, как кто эти проценты определяет, потому что там, я еще раз напоминал, 17 апреля было 19 пунктов, а 25 апреля была модификация этих 19 пунктов 4-5 группами, которые я после 2 часов даже покажу, не буду сейчас на памяти это рассказывать. И там действительно момент Украины присутствует из этих 19 пунктов в 3 или в 4 пунктах. Причем пару-тройку с них действительно отпали уже по сути своей, и я уверен, даже они рассматриваться сейчас не будут. Поэтому из 19, если осталось 15, которые события сохранили к 15 числу, из которых 2, ну, от силы 3 действительно касаются Украины с какой-то конкретизацией, какие районы, каких 4 областей. Крым признаем де юре, 4 области де-факто, ну, там по линии разграничения, там потом шел разговор и по поводу Запорожской атомной электростанции, что она должна быть передана России и Украине, но под полным контролем и эксплуатацией США, которая должна обеспечивать электроэнергией не только оставшейся сейчас Украины, но и новым регионам России. Ну, коротко говоря, там действительно момент Украины присутствует, и вопрос в том, это считаем по пунктам или считаем по значению. По значению, наверное, вы правы, 15%. Почему? Потому что там, ну, слушайте, во-первых, снятие всех санкций с 2014 года. Причем Америка это обещает не от имени Америки и для Америки. Она говорит обо всех санкциях, которые наложены не США, а вообще наложены. Это означает прямое признание в том, что Америка может управлять и другими странами, в первую очередь с Европейским Союзом, который, понимаете ли, тоже наложил эти санкции. И если
Путин пойдет и подпишет все, как ожидается, то тогда снимаются все санкции 2014 года. Дальше идет, естественно, соглашение о торговле, об энергетике, об эксплуатации. То есть там действительно уже масштаб, мягко говоря, даже сравнивая с этими болезненными, с большой кровью отвоеванными или там защищаемыми областями на территории многострадальной Украины, это, честно говоря, по масштабам так посмотришь, ну, действительно, 10-15%, ну, особенно в глазах Америки. Я не думаю, что человеческое страдание, кровь, убийство, жертвы и потери можно определять какими-то процентами. Это даже неприлично, это даже не по-человечески. Но американцы люди функциональные. Они там все бухгалтерскими расчетами, циферками, колонками, тортиками и столбиками цветными, пауэрпоинтовскими, вы знаете, все измеряют, все обрисовывают. И для них вот этот вопрос, что будет там с Украиной, звучит как 15% из того, что мы должны добиться от этого же Путина. Вот и все дела. Потому что от Путина они должны добиться не только прекращения огня, насчет Украины. От него нужно добиться и разрешения на эксплуатацию недр России, и разрешения насчет эксплуатации недр российской Арктики, где тоже будут определенные то ли мифы, то ли расчеты, то ли предположения, что 13% мировых запасов газа и нефти, кто и как их определял, мне сложно об этом себе представить, но там лежат, поэтому это архиважно. И какие-то ой-ой-ой, какие-то 80 или 90% это, по-моему, совершенно не научная фантастика. Ну, из каких-то других ценнейших редкоземов, частоземов и других там ценнейших современных ресурсов тоже там лежат. Каким образом, тоже мне... Ну, я это читаю, я вижу это в вроде бы серьезных изданиях, я понимаю, что такая информационная пурга уже начинает раскручиваться для того, чтобы эта метель к моменту Анкоридж 2025, предположительно, они могут, конечно, и Фэрбэнкс, и могут там, черта что, где на Юконе, там в местах Джека Лондона, там на собачьих упряжках немножко прокатиться, пробежаться. Мало ли что культурная программа у них какая. Я не в курсе, признаюсь честно. Но как бы они там не собирались проводить это время и с каким результатом, то вот сразу стал возникать вопрос об этой российской Арктике. Почему? По той простой причине, что американское участие Арктики – это только то, что севернее Аляски. Это очень мало, это жалкие проценты. Российская Арктика в силу протяженности и окруженности около этого же там северного полюса, это под 80, 70 плюс 70 с многих процентов, можно сказать. Поэтому уж, извините, чисто такое математическое и функциональное значение достаточно большое. Да, если Трамп прибавит Гренландию, это немножко изменится. Даже почти в 2 раза, чем сейчас с Аляской. Ну, ему это тоже будет мало, я его тоже понимаю, потому что если надо бороться с инопланетянами, надо как-то и Арктику контролировать. Так что он, наверное, прав. Он же должен спасти мир. Он же должен получить Нобелевскую премию мира. Ну, Александр, к этим человеческим, скажем так, щениям надо относиться с пониманием, с сопричастием, бодрячком вперед, подбадривать и так. Я думаю, ну, так. Когда это? Октябрь месяц, да, Пламен? Начало октября. Начало октября кого, чего? Ну, вручают, ну, как номинантов определяют Да. на Нобелевскую премию, лауреатов. Слушайте, я вижу, как эту тему действительно разогревают все, не то что кому не лень, а всем, кому это в должности. И Кэролайн Ливит постоянно об этом повторяет, и Джей Ди Венс повторяет, и Марк все, кто-то. И кому-то кажется, наверное, что Трамп просто, у него бзык на эту Нобелевскую премию, и ему это архи нужно просто из-за суеты человеческой какой-то. Но, ребята, вы как-то недооцениваете настоящее положение Трампа. Оно сильно не очень такое, скажем так, не стоит завидовать. Потому что, на минуточку, если кто-то забыл, Трамп без 5 секунд, а не без 5 минут осужденный преступник по многим статьям. И 18 сентября 2024 года ожидалось, что судья Марчин Нью-Йоркского суда должен был деревянным молотком отрубить, признать те приговоры, в которых Трамп, кстати, признался виноватым еще в апреле 2024 года. То есть это должен был финальным аккордом. И отправить его смотреть на Prison Break, то бишь на побег из тюрьмы, без этих там, скажем так, актеров, которые мы смотрели в этом сериале, скажем так, в личном качестве. Посмотреть, действительно ли так оно есть там с Майклом Скофилдом, с Линкольном Барроусом, или там что-то изменилось в этой там тюрьме, в которой они там пребывали.
И если он получит Нобелевскую премию мира в рамках своей этой каденции, он может сохранить свободу как минимум свою. Потому что пока на него распространяется, грубо говоря, иммунитет кандидат президента, над ним распространяются все политические иммунитеты как над настоящими президентами, то его, они там пожалели, это договорняк, сейчас я это обсуждать не буду. Но как закончится его каденция, если он не будет баллотироваться в следующий срок, если не будет Джей Ди Венс следующим президентом, чтобы помилование ему обеспечить, на случай, если он сдержит то же слово, там тоже вопрос вопросительный. У Трампа единственная серьезная гарантия, то бишь индульгенция, то бишь страховка на то, что после этой каденции ему не придется поменять место жительства с Белого дома овального кабинета на другое, более решеточное место, это Нобелевская премия мира. Потому что Нобелевскому лауреату мира запихать в тюрьму, это уже никто в Америке, я думаю, не дерзоститься не будет. Так дерзнуть не получится. Поэтому Нобелевская премия – это его личная страховка. Это примерно то же самое, почему Байден был готов на все компромиссы и бился как рыба о льду по поводу Хантера Байдена. По поводу Хантера Байдена он был готов на все. Компроматы, говорите, я вам не буду доставлять Украине ни патроны, ни снаряды, ни деньги, ни боеприпасы, ничего. Лишь бы просто это самое, ноутбук, стянули там. И он отдал помилование не только Хантеру, но и всем остальным. Там была длинная перечень, если помните, под конец каденции Байдена. Он всех помиловал, ему было уже наплевать на репутацию, потому что это сын. Это самое главное для одного отца, особенно для отца, который потерял уже одного сына, и не только одного сына. Чисто по-человечески я не могу его судить, чисто морально, юридически, естественно, можно и нужно, но посмотрим, кто на его месте сделал бы как-то по-другому. Это сложные философские вопросы, которым сейчас обсуждать не будем. Для Трампа вот эта каденция, она тоже не является гарантией на все века и на все времена. Он старается получить именно в этом году Нобелевскую премию мира для того, чтобы остальную часть этой каденции можно было развернуться уже с позиции Нобелевского лауреата. Потому что, уж извините, действительно, даже так, со всеми условностями, он действительно приложил руку к многим военным конфликтам в желании и в каких-то частичных результатах их утихомирить либо заморозить, а Барак Хусейн Абу Обама II, который с обманом стал президентом Соединенных Государств Америки, который никакие войны не останавливал, в свою очередь выполнил, скажем так, святое наследство каждого американского президента и имеет право на хоть и небольшую, победоносную свою войнушку для того, чтобы записаться. Он этим своим правом попользовался на все 100. Он получил Нобелевскую премию мира. Поэтому, сравнивая его с Бараком Хусейном Абу Обама II, с Клинтоном и со всеми остальными, уж извините, даже если иронизируя и ерничая, Трамп, по крайней мере, более-менее похоже, что заслужил в сравнении с этим, если таковые критерии. Но главное, еще раз, ему не суета важна, ему свобода нужна, ему неприкосновенность нужна, поэтому он к этому рвется. Насколько, как вам кажется, Зеленский принимает эти правила игры? Сейчас очень много идет разговоров о том, что он все сорвет, что он там собирал силовиков, чтобы какие-то провокации. Каждый день летят украинские дроны по российской территории. Не то, что там дронов мало, просто территория, наверное, российская большая, поэтому там то один завод, то другой завод, то в одном направлении, то, понятно, сбивается часть. То есть вроде как Зеленский заявляет о справедливом мире, о том, что он за то, чтобы закончить войну, а дроны пускают в сторону России. Россия тоже продолжает воевать, тоже идут атаки, прилетает по полигонам, собственно, идет наземная компонента достаточно серьезная, прорыв на фронте возле Доброполья нам об этом говорит, причем сразу включается антикриз, никакого прорыва нет, это просто там малые группы зашли, но, простите, то есть дни Покровска сочтены, и, собственно, тут главная задача как бы так вот удержать Покровск до саммита в Аляске. Насколько он, собственно, готов на этот сценарий, условно подписать перемирие, потом пойти на выборы и самому переизбраться, и уже дальше, чтобы финальная часть, в общем, как бы продолжение, новый сезон, в общем, да, его президентства. Что вы думаете по поводу его перспектив конкретно политических?
Я думаю, что у него шансов продержаться, остаться, либо даже баллотироваться и вообще сопротивляться вот этой повестке, против которой он все равно и все еще вроде бы и прет, ровно настолько, насколько с него это требуют британцы, и ровно настолько, насколько британцы оказывают ему в этом поддержку, заставляя и определенное участие, как минимум 6-7 глав государств Евросоюза, тоже оказывать ему в этом поддержку. То есть их поддержка, естественно, против этого катка под названием Трамп не дотягивает, ну, что оказывает сопротивление, оно есть. Слушайте, давайте, так как на момент сила Великой Британии в конкретном случае, особенно по поводу Зеленского, ну, естественно, она имеет совершенно другой характер, нежели сила Америки, либо там сила России. У России там военная сила, у Америки есть геополитическая и так далее и тому подобное, и военная в том числе. Но у Великой Британии есть другая сила. В конце июля, либо в начале августа, по-моему, это 31 июля напротив 1 августа, на министра обороны Российской Федерации было профилактировано, то есть остановлен в последний момент попытка убийства, покушения дроном, который летел на сверхмалой высоте. То есть это специфические высокотехнологические дроны, не те обычные дроны, которые клепают, хотя с большим разнообразием там в подвалах, в гаражах и так далее, как поставлено на поток производства на территории Украины. Это другой дрон, который имел значение отношений именно к министру обороны. Место, где он должен был прибыть, приближенное к зону там СВО, было известно, наверное, из-за спутниковой слежки, которые украинцы не могут сами организовать. Коротко говоря, британцы попытались его убить. Удалось буквально последние несколько минут все это профилактировать, увидеть на дистанцию небольшой, там километр с небольшим. Ну, коротко говоря, это как-то прошло. Потом на прошлой неделе даже в болгарской благосфере появилось сообщение СВР, пресс-бюро, не пресс-центр, а пресс-бюро СВР, служба внешней разведки Российской Федерации, где было сказано, что у нас имеются данные, что британцы намерены осуществить предположительные силовые, провокативные, диверсионные и другие там саботажные действия, вплоть до удары и потопления танкеров, которые имеют, либо предположительно имеют отношение к так называемому российскому теневому флоту. То есть они об этом тоже в курсе, что британцы из ряда вон лезут для того, чтобы эта встреча в Анкоридже не осуществилась. Ну, предположительно в Анкоридже. Еще раз, они могут и выбрать совершенно другое место. Просто Анкоридж это самое благоустроенное, поэтому я это так предполагал. Конечно, могу ошибаться. Не суть. Аляска достаточно большая. Уверен, можно найти и на зоне Харп, чтобы еще надежнее спрятаться. Так что это тоже в списке вероятностей. И потом было сообщение о том, что британцы опять созвали Совет Безопасности, в который включили не только Дэвид Леми, но и несколько стран из Евросоюза, опять же, та же самая коалиция желающих, которые должны были поживиться этим столетним договором, который Британия когда-то, вы помните, получила. Но, тем не менее, они сейчас намерены делать любые гадости для того, чтобы изменить вот эту повестку, которая, я уверен, они тоже в курсе, что должно подписываться сейчас в пятницу. Потому что у них есть Five Eyes, 5 глаз. 5 глаз – это общая разведка для Великобритании, Америки, Канады и Новой Зеландии и Австралии. И если есть общая разведка, такие важные дела, даже в виде какого-то резюме, даже в виде каких-то главных пунктов без больших подробностей, но все-таки суть они прекрасно знают, что должно было быть подписано. И они, естественно, постараются сделать все из ряда вон. Ну, убийство любого более-менее значимого высокого российского там министра, чиновника, там какого-то другого, естественно, могло бы отменить, сделать так, чтобы не получилась вот эта встреча, и, соответственно, результат. До пятницы остаются 2,5 дня. Люди там изобретательные, судя по фильмам о Джеймсе Бонде, и не только фильмы о Джеймсе Бонде, а у некоторых, скажем так, документалистики, которые писали профессионалы после того, как они работали в этих службах. Поэтому недооценивать их совершенно не стоит. И вся сила Зеленского все еще упираться, все еще как-то отнекиваться, ровно тогда же и так же, как 28 февраля, который мы уже обсуждали, бьет ключом именно от этого места и таким образом. В конце концов, его все равно, я уверен, заставят подписать. Потому что,
не будем долго, и даже не стоит, потому что и в прошлый раз люди говорили, вот как он в овальном кабинете брыкался, но потом Юлия Свириденко и Андрей Ермак приехали 1,5-2 месяца спустя, и он просто ухудшил и усугубил свое положение. Если сейчас он хочет дополнительно его усугубить, ну, он имеет право, в конце концов, а что? Каждый имеет право на любые действия и бездействия, только он потом все равно получит любые последствия от этих действий и бездействий. Поэтому... Понимаете, просто здесь тоже такой момент очень интересный. Мы когда говорим, вот там гарантии, вот еще что-то, может быть, слишком мы увлеклись, если посмотреть так вот более-менее трезво. Ну вот несколько недель назад, да, Госдеп официально за голову Мадуро предложил $20 миллионов. Потом немножко позже $50 миллионов за голову Мадуро. И вот сегодня расходится это видео, где очень эмоционально машет руками, говорит, идите за мной, я буду ждать вас здесь. В общем, не задерживайтесь, трусы, давайте, берите меня. Сам Мадуро реагирует на вот эту, ну, скажем так, вот эту ставку. Да, такое, как бы, я не знаю, можно сделать индекс Мадуро, да, то есть страна, гегемон, США, которого все как бы на задних лапках перед Трампом, все там лидеры там, европейские, там, другие лидеры, все к нему ездят, выдает официально, ну, как бы заказ, ну, такой заказ киллера. Понимаете, тут тоже какой... И ничего страшного, он покричал Мадуро, понятно, что ему неприятно с Венесуэлой такие... ну, там, отношения своеобразные. Но, по сути, ничего же не может сделать Америка. А почему она в украинском вопросе что-то может? Или, например, что-то может сделать Зеленскому, у которого там есть подвязки британские? Ну, очень правильный пример. Очень правильный и очень интересный пример, потому что согласно доктрине Монро, вся Латинская Америка и даже вся Мезоамерика, которая между Северной Америкой и Южной Америкой, должны были быть задним двором, причем абсолютно безусловным, и долгими десятилетиями, почти весь 20 век, практически так оно и было. Только мы проживаем сейчас с вами в 21 веке, и в 21 веке там уже на территории Латинской Америки есть гегемон, который сейчас укрупняется. Гегемон называется Бразилия. Мало кто и мало что знает о том, что за масштабы производства, технологий, военной мощи, значение продукции, промышленности, влияние и так далее и тому подобное. Рост экономический и недра, которые там имеются, просто колоссальные, неисчислимые, невероятные. И тем более недавно, меньше месяца назад, я уже не помню, 2 или 3 недели назад, Бразилия заключила интересное соглашение с Аргентиной по поводу именно монетарной и экономической своей системы. И таким образом получается на территории Южной Америки монстр объемом населения не менее 250 миллионов с огромными титаническими ресурсами. Аргентина, когда называли ее Аргентиной, это означало серебряная, потому что там серебра очень немало. Серебро как было, так и продолжает оставаться немаловажным, скажем так, ресурсом. Аргентум по латыни это серебро, поэтому и Аргентина ее называли. Так что они сейчас даже начинают, Америка, терять контроль над своим, может быть, самым безусловным, не то что вассалом, а почти протекторатом Колумбия. И даже колумбийский современный сейчас ныне президент стал им не просто огрызаться, а стал... Ну, это интересная история, которую сейчас рассказывать не буду. Но главный важный вопрос. Почему мы должны считать, что Зеленский, безусловно, должен подчиниться, если Мадуро может сопротивляться, если Колумбия может сопротивляться, если другие страны могут огрызаться на Америку, а просто потому, что зависимость Украины и особенно украинских вооруженных сил, и особенно Старлинка и всего остального, без чего вообще нельзя провести и неделю вообще-то на линии фронта, зависит на 100% не из Европейского Союза, не из британцев, не из французов, ни от кого-нибудь другого. От Америки это зависит. Если Америка скажет щелчок, как они выключили на недельку, по-моему, Старлинг именно над Курской областью, из-за которой пришлось ее, ну, грубо говоря, освободить от своего присутствия быстрее, чем планировалось, и там сопротивление планировалось подольше, но если ты ослепнешь, а это именно равно ослеплению, войско это уже просто какой-то набор каких-то вояк в каких-то формах, и это партизанствующий отряд на уровне середины 20 века, не более чем.
Если ты ослепнешь без радиосвязи, без этого самого, ты жертва, ты готов. Это уже 21 век, это не середина 20 века. Так что у Трампа имеются достаточно мощнейшие ресурсы, потому что, еще раз, надо напомнить, кому принадлежит большая часть Украины, в самом физическом смысле этого слова. Если хотите, даже кому принадлежат земли Украины, особенно те походные, которые годятся в сельхоздеятельности, вот этот легендарный чернозем, что называется. Но если 23 год 47% принадлежали компании BlackRock, я уверен, что они сегодня принадлежат не меньше, а значительно больше, не только BlackRock, но и другим. Поэтому, если у BlackRock юрисдикция регистрации это в Соединенных Государствах Америки, я не удивлюсь, если BlackRock являются не просто подчиненные, скажем так, американским законам, но являются законодателями поведения Трампа и готовы наказать вместо с Трампом, либо вместо Трампа, достаточно болезненно, своими инструментами и методами, на случай, если украинский президент не будет подчиняться вот этой большой воле, которая, там была озвучена Виткофом. А Виткофу сказал Трамп, Трампу сказали такие же, как BlackRock, в том числе и BlackRock совершенно персонально, искренне, лично. Ларри Финк, по-моему, если мне память не изменяет. Поэтому у Зеленского... Самое главное, что Трамп ему правду сказал 28 числа, 28 февраля. У тебя козырных карт нет. У тебя карт нет. Чем ты будешь? Зови там британцев, чтобы они там сражались за тебя, чтобы они тебе всем этим обеспечивали, чтобы они воевали здесь. Попытались из Евросоюза скомпоновать в этом году, даже одобрить, даже запланировать какие-то 64 тысячи бойцов. Не набралось. Ни с деньгами, ни без денег, ни с ипотеками, ни с кредитами, которые там не получается. Не получается. Кого будешь туда отправлять? Как будешь помогать? Да, дронами, да. Морскими дронами, да. Чем могут, они и помогли. То есть список тем, чем они могут помочь Украине, давно-давно известен, давно-давно исчерпан, и какие-то новые мощнейшие позиции не прибавилось. Соответственно, Зеленский, да, продолжает вести себя так, как мы сейчас это обсуждаем. Но, на мой взгляд, это совершенно обреченная позиция. Мы рассматриваем, наверное, должны уже рассматривать его как эдакий драматический образ. Драматический и трагический уже, потому что он обреченный. Пламен, а что ждет Украину? Надо уточнить, какую часть Украины мы имеем в виду. Если мы имеем в виду украинскую верхушку, банковые и там 95-е квартальные, их ждут перемены, правда, не такие, какие им хочется. Если говорить, скажем так, о политическом эстаблишменте и политической флорой и фауной, 15, 20, даже 20 небольшим процентов из них, если быстрее и оперативнее переметнуться в воздух, они попадут и в следующую Раду, и будут изображать качество в виде количества, и будут иметь некоторые служебные соответствия, и, грубо говоря, сохранят свой образ жизни. Остальные, конечно, их почистят. Причем почистят с разными тарифами. Достаточно показательно это будет. А если говорить о том, что ждет население Украины, я думаю, что 90 с чем-то процентов из населения Украины будет рады любой формулировке, которая будет озвучена после Аляски, если она будет начинаться со словами «прекращение огня с этого же числа». Если это начнется с этого же числа, эти территории, другие территории, там все равно уже не то, что людей, собак и кошек нет. Я не уверен, сусликов осталось или нет. Там выжженная земля. Да, это ужасно и прочее, но если все остальные должны, грубо говоря, ждать свою очередь, чтобы они тоже превратились в такой же выжженной земле, я думаю, что они будут рады и будут, по крайней мере, согласны любому формату, который будет означать прекращение огня. Все, которые с этим не согласны, могут смело позвонить и перебежать в ТЦК, ТЦК будут им очень рады, и сразу их упакуют, и сразу их отправят защищать то, с чем они не согласны, и то, за что они готовы бороться. Но судя по тому, как усердствуют и каким образом именно работают ТЦК, вот этих активистов либо они закончились, либо они лицемеры, либо они подлецы, либо они попгапоны. Они просто изображают, понимаете ли, какую-то вербальную форму активности и идеологических пристрастий, а делом отвечать за базар не согласны, не готовы. Коли так, значит, они тихо и быстро присоединятся именно к тем, которые, грубо говоря, будут в разной степени рады прекращению огня. Оно будет не перемирием, и оно будет не концом войны. Но все равно лучше несколько мирных месяцев. Любой плохой мир лучше, чем любая самая лучшая война.
Так что будет с Украиной, вот такое будет с Украиной. И там линия разграничения, я даже не знал, где она будет проходить, потому что там линии как таковой нет. Это уже устоявшееся выражение линия соприкосновения. Да нету линий. Там есть килл-зона от 7,5 до 25 километров разной глубины, либо место, где есть известная дислокация каких-то частей, а между ними не обязательно есть какая-то там линия обороны, инфраструктура и так далее. Там ничего подобного нет. Там по-любому, вспомните наши разговоры, и даже в феврале в этом году я вам говорил, что условия будут максимально неприемлемыми, плохими для обоих сторон, и для российской, и для украинской, и всем это не понравится. Но все равно будут вынуждены на это согласиться. Вот как раз именно об этом сейчас речь идет. Как вам кажется, эти договоренности Трампа и Путина, они могут перерасти в долгосрочный мир? И вот если так по-честному, сейчас очень модно, и я давно заметил эту тенденцию, например, там свежая была одна из панелей сегодня, да, выступал Ермак, там, среди прочего, говорит, вот смотрите, у нас военное положение, мы можем ограничивать вообще многое, но президент этого не хочет. Именем военного положения нарушать больше и больше основополагающих прав. Выставляет, понятное дело, президента таким либеральным, таким вот справедливым царем-батюшкой. Но тут же в другом речь. Да? Вот Трамп же сделал филигранный выпад. Просто это вот в самое яблочко ударил. И это тот момент, когда там его считают одиозным. Некоторые прям выходят из российской либеральной среды, и украинские турбопатриоты называют его дураком. Трампа. Он дурак, сумасбродный такой, не пойми кто. Но он же четко ударил, прям вот как на фехтовании, да, укол прям вот в самое сердце. Говорит, что значит обмен территориями я не могу сделать, говорит Зеленский, потому что Конституция. То есть Конституция тебе позволяет убивать, ловить, душить, Все мыслимые, немыслимые, писанные и неписанные прав человека нарушать. А это сделать не позволяет. И эти слова Трампа, люди знающие, грамотные, да, или плавающие вокруг дипломатии международной, там, каких-то отношений каких-то международных, они прям очень жестко, это прям очень жесткое заявление. Это даже похлеще, если бы вышел Трамп и сказал, мы не признаем Зеленского легитимным. Это фактически одно и то же. То есть в чем суть вопроса, да? Если условно они договорятся вот так, да, то что будет с режимом, как он будет вести себя на территории страны? Режим в таком виде, в котором сейчас нам известен, который мы сейчас описываем, его, естественно, не будет. Не факт, что будет что-то лучшее, но то, что не будет это 200%. Но, наверное, самая главная часть вашего вопроса была первая часть. Возможно ли, чтобы это прекращение огня в скобках мир, хотя и неофициальный, продлится дольше? Возможно. Возможно, если Великобритания и США действительно договорятся, и США поделятся, и будет совместное использование вот этих ресурсов, как это было в Сирии, как это было в других местах и так далее и тому подобное. И если Великобритания увидит, что да, действительно, они свой клювик могут вонзить достаточно глубоко в недрах и в активах Украины, и они тоже поделятся с остальной частью коалиции желающих, не можущих, но решительных, которые тоже были обездоленные дольщики, там 6-7 стран еще, которые типа Европейского Союза, то тогда Великобритания ослабит, либо прекратит свои, ярко такие серьезные саботажные действия в сторону американской политики. И второе условие для того, чтобы этот мир продолжился дольше, чтобы AUKUS не смогли решить вопрос с Китаем, подольше. Не в этом году, не в следующем. То есть, если затянется разбирательство стран AUKUS с Китаем, они должны не десантировать, и не оккупировать, и не убивать Си Цзиньпина, и не бомбить, и прочее, но они должны приезжать, опустить, приструнить,
вернуть на пару технологических уровней назад Китай, деиндустриализировать Китай, то есть забрать все свои индустрии обратно в Америку и в других там странах. То есть, если им удастся все это сделать, то тогда они вернутся к сценарию вот этой войны. Но Китай, естественно, на этот сценарий смотрит не сильно одобрительно, может быть, даже есть определенное собственное мнение на этот счет. Поэтому Китай будет сопротивляться китайскими специфическими средствами, не обычными, которые нам это представляются, не обязательно военными. Поэтому, если их разбирательство с Китаем продолжится долго, и до этого предварительного условия Америка с Великой Британией договорятся, и Трамп будет вести себя по-честному, по-пацански, по понятиям с левым берегом Темзы, с лондонским Сити, то тогда мир может продолжиться, ну, действительно, на годы. На десятилетия я боюсь, конечно, сказать, но на годы может. Правда, эту вероятность я оцениваю там процентов от 30-40, это чисто мои личные размышления. Конечно, я могу ошибаться, я буду рад, если я ужасно сильно ошибаюсь. Это мне будет в радость, если я здесь ошибаюсь в этих процентах. Ну и финальный вопрос нашей сегодняшней встречи, и он касается Донбасса, конкретно Донбасса. Значит, Многострадальный Донбасс, многострадальный. мы видим, ну, вот это вот условие, которое обсуждается в прессе, о том, что, мол, бери Зеленский и уводи из Донецкой области войска. Одни пишут, что в таком случае чуть ли не Путин не захочет, или как бы с барского плеча не отдаст то, что завоевал в Запорожской и в Херсонской области. Ну, это вот одни пишут издания, да, то есть оставится Крым и Донбасс, да, и как бы вот произойдет такой откат к Стамбулу первому, самому первому. Другие говорят о том, что будет по линии соприкосновения плюс Донбасс, но вот эти территории на севере ну, оставят россияне, имеется в виду Сумская, Харьковская область. То есть вот так это все будет выглядеть. Когда считают вот эти проценты, ну, там, сколько процентов территории, там, сколько квадратных километров, все как-то забывают, что в Харьковской области достаточно, ну, большой кусок, да, его как бы не считают почему-то. Все резко забыли географию, сколько Луганская область, сколько Харьковская, и что сейчас происходит под Купянском или вокруг Купянска. Ну, это такое. Юлиан Рёбке, обозреватель Бильд, его сложно уличить в любви к Путину, но он выдает очень такие страшные цифры. Если вчера начали гасить пожары информационные по поводу прорыва возле Доброполья, который я упоминал выше, то он выдает не 10-11 километров, а 18. Он говорит, что в ближайшие часы будет все решится. И вполне себе Россия может вот это условие вывода войск из Донецкой области отозвать за ненадобностью, потому что прорыв получился глубже, ярче, мощнее. И, собственно, ну, дальше только бои условно за Краматорск-Славянск. Ну и, в общем-то, это Россия как бы повоюет еще. И можно никуда не уходить. У меня же другое предположение. А не получится ли так? Ну вот судя по там, не знаю, каким-то таким радостным сообщениям о том, что на границе с Россией в Сумской области уже 3 села зачистили, освободили, хотя они, правда, никогда не значились как захваченные в официальных сводках Генштаба. Не является ли это прикрытием, ну, элементарного договорняка и сдачи? Ну как мы не сдали, это россияне там прорвались, захватили, мы там выходим на рубежи, но война продолжается, а по сути за кулисами вот этот Донбасс сдадут просто военным путем через там условную там, силу противника или немощь обороны или какую-то там диспозицию. Ведь, простите, пожалуйста, но есть сообщения оттуда, с прилегающих территорий, от местных жителей, которые видят колонны вооруженных сил Украины, которые идут назад. Не, они, может, конечно, меняются, ротация там, но тем не менее. Называется отрицательное наступление. Не ожидается ли такая похабная сдача вот этих территорий, а потом нам просто все выставят как героическую борьбу и ну, вот, победу как таковую? У меня нету, скажем так, достаточно убедительного ответа для меня самого, поэтому я просто поделюсь некоторыми размышлениями. Несмотря того факта, что фронт с украинской стороны местами удерживается
до 8 или от 8 до 12 солдат на одного линейного километра фронта, фронт все равно держится, и любой квадратный метр, километр или пару-тройку сотен метров отдается и ну не то, что передается, ну да, отступает украинская армия только большой ценой, то есть большими потерями и большими сопротивлениями. То есть это не есть фронт, который сыпется, это не есть фронт, который дырявый. Да, вчера было два большие прорыва, один почти 8,5, некоторые говорят 10 километров, другой был 3,5 километра. Я за этими очень внимательно слежу. Это сильно больше, чем обычные прорывы до этого, которые были там от пару-тройку сотен метров до полтора, ну максимум до 2 с небольшим километра. Это показательно для полностью физического истощения и нехватки украинских войск в этих там участках и так далее. Но считать, что до встречи в Анкоридже сейчас все это рассыпется и будут 7-8 таких вонзающих уколов. Ну, теоретически можно, если есть какой-то такой договорняк, но я не думаю, что этот договорняк возможен на сегодняшний день. Раз. По той простой причине, что, как я вам сказал, британская сторона не согласна пока что, потому что, скорее всего, они не доверяют Трампу, что после всего этого он поделится вот этим договором. Потому что, в конце концов, сейчас на Аляске встречаются Америка и Россия, а не Америка, Великобритания и Россия. Если встречались бы Америка, Великобритания и Россия, то это был бы один разговор. Если встречались бы Америка, Украина и Россия, это был бы и другим разговором. Но для британцев, которые руководствуют, то есть руководят всеми процессами на банковой или всеми главными, 70+% на банковой, для них это важный вопрос. Поэтому как относиться... Путин не может в этих кратких сроках и, может быть, даже до конца лета отвоевать полностью Донецкую область. Самая главная часть Донецкой области – это агломерация Славянск-Краматорск. До них есть большой, немаловажный населенный пункт Дружковка. Я через этих краях на своей собственной машине ездил. Я прекрасно ориентируюсь. Если не знаю, то ориентируюсь там в этих краях. Поэтому... Там все говорят, вот сейчас Угледар возьмем, дальше одна степь до Днепра. Угледар взяли. И что с этой степью после там до Днепра? Не сильно как-то. Сейчас говорят, если Славянский Краматорск, вот эти критические там высоты, Дружковка, если сейчас Константиновка, если сейчас Покровск, это опять же одна степь. Даже если это произойдет, это уже не научная фантастика. Опять же, кажется, что эта степь не такая очень легкая для усвоения, для достижения даже до реки Днепр. Даже не буду говорить о городе Днепр. Поэтому здесь все равно... Условия будут таковы, какие будут расчерчены или какие уже расчерчены. И там будут небольшие коррекции только к моменту подписания. Единственное, что может изменить вот эту линию, которая не линия, которая килозона, на самом деле, разной широтой, от 7,5 до 25 буквально километров, где, еще раз, никто пройти не может, где штурмы уже измеряются не БТРами, пару-тройку плюс какой-то танк, а уже штурмовыми группами 2-3-5 человек, иногда даже одиночные штурмы с российской стороны, потому что, по-любому, они не могут достигнуть до линии, где какой-то противник должен ответным огнем, просто увидеть противника хотя бы. Не получается. Не получается. Значит, есть тому большие весомые причины. Если вот эта встреча в Аляске будет сейчас первая из двух, первая, которые, грубо говоря, они решают все стратегические, главные штрихи и вопросы, а подробности оставят на рабочую группу, которая, наверное, будет встречаться пару-тройку недель, либо месяц спустя. Если верны вот эти цитаты, которые все, я пока что не видел, я не оспариваю, но допускаю, что это возможно, что Трамп потом приедет в Россию, для того, чтобы была рецепрочность, для того, чтобы было равновесие. Если на этой встрече не договорятся о стратегии, на второй встрече они будут подписывать уже и тактические подробности, то да, есть некоторое время на изменение вот этой условной линии, которая не линия. Но дальше еще раз, прекращение огня будет требоваться с обеих сторон. Если будет прекращение огня с того же числа, условно с 1 сентября, предположительно, конечно, это может быть и 1 октября, но не суть. Это уже недалеко, это уже не за горами. Это уже можно смело сказать. Дальше будут только нарушения и провокации со стороны британской агентуры, которая надолго там, естественно, вкраплена, и активность ей там не отнять. Но все равно
прекращение огня будет выдерживаться, даже с этими нарушениями, как, например, это был Минск-1, Минск-2, ну, были там провокации, были там обстрелы, были там нарушения, но, в общем, более-менее там какая-то форма жизни, различная от военной формы жизни, была для обеих сторон фронта, что уже хорошо. Что не то, что хорошо, что сильно лучше, чем то, что есть сейчас. Причем сильно лучше не только для прилегающей 50-100 километров от линии, которые не линии разграничения, а даже для всех стран, потому что это большой напряг. Я могу вам сказать, для кого это нехорошо. Прекращение огня будет очень нехорошо, знаете, для кого? Для Китая и для Индии. Потому что если прекращение огня идет в пакете с теми озвучками, которые в обеих вариантах, и 17 и 25 апреля, я уверен, и сейчас 15 будут звучать, что они снимают санкции и восстанавливают торговлю, это означает, что Китай и Индия будут закупаться уже российским энергодобром не на 45% скидкой, а по нормальным рыночным ценам. То есть они будут закупаться меньше, и Россия будет иметь больше дохода. Во-вторых, если Россия не будет вынуждена воевать с такой интенсивностью, они, естественно, сократят закупки всех комплектующих и всех дронов у Китая, и Китай уже не будет так много продавать. Если снимаются все санкции, Россия опять начнет закупаться автомобилями и всей остальной продукцией у всех стран мира, как и раньше. И вот китайский автопром, который сейчас это практически полный монополист в России, его доля тоже сильно сократится. Благо, они там сервисы, техцентры и обслуживание не удосужились как-то создавать и развивать. То есть, Китаю есть длинный перечень, почему им, мягко говоря, невыгодно сейчас прекращение огня, особенно на те условия, которые Америка предложила и от которых Америка не отказывалась. Еще раз, версии 17 и 25, и сейчас на следующий понедельник, я уверен, что можем уже обсуждать, какая часть, там, я думаю, 50-70% из этих предложений, они в силе, и главная часть там будет в силе, и, соответственно, Китай от этого проиграет. Поэтому Китай что говорил? Мы не дадим России проиграть. Как дать России проиграть, когда они на этом поживаются? Достаточно конкретно причем. Их тоже можно понять, чисто по-человечески, что называется. Пламен Пасков был моим собеседником сегодня. Я благодарен за время и мысли. Друзья, братья, сестры, товарищи, дамы, господа офицеры и все остальные непьющие, выключите, пожалуйста, телевизоры, включите мозги, и все у вас приложится. Будьте с нами, продолжение следует. До встречи. Друзья, берегите себя. Всем добра и света. Увидимся.